I'm sick of all the bad thoughts, people who are half-nots. You are not as tough as Всем привет! Вы на канале Мир это просто. Меня зовут Алексей Борода, как всегда. С нами Булат. Сегодня салам. Валикум ассалам. И у нас сегодня замечательное оружие. Это автомат Калашникова. Называется, конечно, это вепрь, но это автомат Калашникова 73-го года выпуска. Соответственно, 7,62. Это вот наш с вами любимый и так далее. Булат, я чуть-чуть сначала скажу. Вот это, ребята, это оружие. Значит, то, что я говорю в своих других видео, обычно, что это кусок... Плохое слово. Автомат Калашникова. К этому оружию не имеет никакого отношения. То есть это то оружие, когда еще люди умели делать оружие, понимали, для чего они делают оружие. То есть работает инженер, слесарь, начальник завода, неважно кто, и понимает, что если он сделает плохо автомат Калашникова, а завтра в страну придет война, то с этим плохое слово делал плохо, он и пойдет воевать, или его брат, или отец, неважно кто. Поэтому делалось все на века, отлично. Вы просто посмотрите, какой он красивый, ребят. Вот не дать, не взять. Так, мы сейчас отсоединим, да, проверим. Просто вот это классика, да, наша? Мелодия для ушей. Поэтому все, что я говорю всегда плохо про Калашников, вот к этому настоящему оружию, к легенде, не имеет никакого отношения. А к современным, ко всем вот этим Сайгап 5.45, вот это вот все, понимаете, вы когда его в руки берете, вот я их отстрелял, наверное, уже больше сотни разных, у вас ощущения, ну, давайте говорить честно, мягко говоря, не очень приятные. Ну, вот серьезно. Вот это совсем другое ощущение. Это история. Это дерево. Это настоящий металл. Он тяжелый. Здесь боевой ствол, насколько я понимаю, да? То есть это, по сути, настоящий автомат именно Калашникова, огражданенный. И получился карабин. То есть, который стреляет одиночными выстрелами. Но это настоящее боевое оружие, сделанное с умом, с пониманием. С любовью и уважением, ребята. И с душой. Да. Ребят, те, кто стреляет, ну, вынужден, да, стрелять с современных вот этих всех сойк там и так далее, с вепрей современных, я вам очень советую по друзьям, по знакомым, по стрельбищам поискать вот такие образцы, и я вас уверяю, гарантированно вы будете думать так же, как я. Когда вы поймете ощущения. Есть разные машины, например, ну, никого не будем обижать, да, все по деньгам у всех, я сам езжу, да, там на RAV4, это, ну, обычная машина, ну, условно, есть там Веста какая-нибудь, да, там тоже неплохая машина, да, а есть Mercedes, AMG, там GL, и там Брабусы и так далее, и тот едет, довозит тебя до точки, но ощущения совершенно разные, вот это, если хотите, для меня это даже, я даже не знаю, если честно, была с чем это сравнить из машин. Ну, может быть, что-то раритетное Феррари, может, даже нет, не Феррари, наверное. Мустанг какой-то вот раритетный, знаете, ну поняли, о чем я. То есть это совершенно другое восприятие вообще. А теперь начнем. Всем добрый день. Алексей уже рассказал, Борода, нам, что это за аппарат, что за оружие. Вот. Ну, вкратце еще, что могу добавить, это оружие произведено именно в СССР. Именно знак качества. Люди делали в то время 60-летние девственницы в лунную ночь, там собирали эти автоматы. Вот это вот дерево, да, фанеру даже они клеили, вот это все клееная фанера, ничего не рассыхается, как бы. Как мы видим, да, за 50 лет. Да, как мы видим. Вот. У меня много было оружия, вот я хотел именно эту классику. Именно классику со скошенным стволом. Это на самом деле АК-47 или АКМ 7,62-39. Отличие АК-47 от 74-го.
Просто 7,62 на 39 патроны. Вот. По стрельбе на дальнее расстояние, условно дальние, да, то есть она рассчитана на 800 метров попадания по ростовой мишени. У нас, кстати, есть с тобой видео, ссылочки будут в описании, где Булат попадает. Да, на 800 метров спокойно попадает и попадает на километр. Многие скажут, именно это с открытого прицела. Никакого тюнинга. Здесь нету куда даже приткнуть прицел. Единственный мой тюнинг это вот эта вот резиночка. Ну, колошка, да. Да, колоша. Для чего? Для того, чтобы если у тебя нету броника и, ну, скажем, короткий. Угу. Коротковат он, да. Ну, да, приклад короткий. Как удлинитель, да, выступает. Вот. Как удлинитель, ну, для удобства, опять-таки. Это чисто для удобства, никакой это не тюнинг. Вот. Единственное отличие от боевой версии, то, что она не стреляет автоматически. В любом положении она стреляет с одиночки. Да. Вот и ее версия ограждания. Да, давай пройдемся теперь, Влад, по вопросам. Как давно он у тебя? Это оружие у меня около 7 лет. Вот. Это около 7 лет. Я его купил не для стрельбы, просто я хотел именно такой настоящий автомат Калашникова. Вот. У меня был и Вепрь, и Сайга. Вот. Но отличие этого, вот именно данной модели, данного оружия, это чисто вот для души на дальнее расстояние стрелять. То есть это такой патрон 7,62-39, вроде бы и небольшой, и не маленький. Это не 5,45, там не ремовские патроны. Ну да, Булат, сколько ты с него отстрелял? Как ты думаешь, тысяч примерно? Примерно около, наверное, 3-4 тысяч я уже отстрелял. 3-4 тысяч. Да. Ну и для тебя, я думаю, с него люди постреляли. Есть у меня такое ощущение, а ему сноса нет. Как бы, по мнению многих экспертов, просто достался мне такой автомат. Кстати, есть такое понятие, отбирают автоматы для снайперской стрельбы в городских условиях, потому что, ну, все равно стреляет это все точно, если умеешь стрелять. Вот есть понятие железа и человека, если взять, да, вот это вот железо, если мы назовем ее, как человек умеет обращаться с этим железом. Но эта классика, она, ну, как сказать, ты сливаешься с этим оружием, как бы. Вот именно сливаешься. Да. Я себе тоже обязательно потом найду автомат Калашникова, где-нибудь тоже там с 60-го, ну там, условно с 65-го там поищу где-нибудь по 72-й год. Так, ну кому мы его можем порекомендовать? Да я думаю, да всем. Да, порекомендовать можно всем, кто любит оружие, кто хочет стрелять хорошо. Да, я года 2 не стрелял, пока не попал именно на ранчо, на соревнования, там были, по-моему, соревнования по легендарным винтовкам. До этого 2 года я вообще не прикасался к оружию. Не буду нахваливать, но скажу только честно. Мне здесь очень понравилось инструктора именно на НСК Ранчо, которые показали мне возможности этого автомата, возможности на сегодняшний день этого карабина. И сегодняшний день я вот прихожу, начинаю стрелять, то есть от 600 там, до 800 метров без оптики. То есть сняли с глаз пелену. И вот это многие скажут, не поверят, конечно, 600-800 километров, для них это в области фантастики. Но на самом деле, ребята, нужно заниматься обязательно. Если ты не стреляешь, ну как вот раз в неделю, ну, извините, тогда что вы хотите? Вот что вы хотите. Сколько стоит это оружие, Булат, пожалуйста? На сегодняшний день это смешная цифра. Я его покупал, у меня лежит чек за 10 500 рублей в магазине. 10 500 рублей 7 лет тому назад. Вот. Ихняя цена была 7500 рублей. Это новые, ну как типа условно новые с магазина. Ну, да. Вот. Я как бы первый хозяин, получается, официально. Ну то есть его, да, его огражданили после армии и продали в магазин. Да. Отдали. Да, ну да. Там продали, отдали, не знаю как. Вот. Ага. То есть гражданский ты первый хозяин. Да, гражданский я первый хозяин. Вот. Поэтому я не в теме снайперов, я не в теме стрелков, я просто любитель. Я люблю пострелять. Я люблю пострелять и в ветреную погоду, и у меня нету никаких приборов, измерителей, есть только глаз и корректировщик. Вообще отлично. Вот. Отлично. Так, ну разобрались. Ну с тюнингом понятно, что даже тут затрагивать эту тему не будем. Да, 300 рублей. Да, 300 потому рублей что тюнинг. кому, я думаю, что вот именно этот образец у кого, да, у ребят будет,
кому в счастье выпадет купить себе вот этот старый автомат Калашникова, ну какой тут тюнинг? Ну ни в коем случае, ну ни в коем случае. Потому что это тотем, это не просто оружие. Поэтому мы этот пункт вообще убираем. Соответственно, рекомендовать мы можем всем, кто ценит и любит настоящее оружие, хочет вот проникнуться вот этой вот эпохой, когда оружейники еще знали, понимали, для чего они что и делают. Да. Для кого и для чего они делают. Да. Ребят, ну все, я даже не знаю, что добавить больше, потому что, ну, это эпоха, про это снято, уже переснято. Это просто эмоции, ощущения. Сейчас постреляем, посмотрим и все, я так предлагаю. Да, давайте. Так, снимаем предохранитель. I'm taking shots at the enemy. I'm gonna make it to the top, leave a legacy. If I got something to say, you better let me speak. Turn it up a new degree, bitch, you ain't seen anything. I pop off with the new rock, electronic, blow the sonic roof up. I'm too honest when I take a few shots. They're too toxic, need to take the news off. And you cannot save me, 'cause I don't need saving. It's everything I've been chasing, all here for the taking. Don't wanna test your luck with. Так. Ну теперь я. Так, ну чё, сейчас подожди. Безопасность прежде всего. Все. Ощущения? Какие у меня ощущения? Божественные ощущения. Как будто, я не знаю, ребят, с чем, если честно, это сравнить. Кто не пробовал, повторюсь, очень советую попробовать. Вкладка 5 баллов. Прицельность 5 баллов. Исполнение 5 баллов. Короче, 560 тысяч миллиардов баллов по всем пунктам. Вот, Серег, не надо меня так смотреть, кроме шуток. Потому что это не просто оружие, это тотем, это эпоха, это, повторимся, да, уже в 10-й раз, это то время, когда люди понимали, что они делали, для чего они делали. Поэтому это все 5 баллов однозначно вообще. Что-то есть добавить, Влад, у тебя? Ничего. Ничего. Все отлично, все супер. Легенда. Да, ребят, пишите в комментариях, что думаете по этому поводу. Мы, кстати, в НСК Ранчо, в Новокуйбышевске, еще раз, ссылочки все в описании. На Булат ссылочка в описании. В комментариях напишите, что думаете вообще по поводу нашего автомата Калашникова, да, нашей легенды. Завершаемся. Хотите помочь каналу, кстати, там тоже, если что, ссылочка в описании. Плохие комментарии, как всегда, повторюсь, буду удалять, вообще неинтересно. Всех блокирую, кто пишет всякую чушь. Все, всем пока, вы на канале Мир это просто, Алексей Борода, с нами Булат. Все, благодарю. Все.